Итак, друзья, поговорим сегодня про компрессор компрессоров, про Chandler Limited Germanium компрессор. Кто интересовался обучением у меня или проходил его, вы видели этот плагин в списке рекомендуемых плагинов. Почему так? Что особенного в этом компрессоре? И что вообще означает слово Germanium? На сегодняшний день большинство диодов и транзисторов — это кремниевые транзисторы и диоды. Но в период 60-х, 70-х годов активно использовались германиевые транзисторы. Они звучали грязнее по саунду, но мы же это любим. Мы в звукорежиссуре любим характер, колорит, вот эту аналоговость, нелинейность. Это как раз все про германиевые элементы. В нашей базовой мультибас схеме Chandler Limited Germanium компрессор стоит на мастере, как основной мастер-компрессор. Давайте я сейчас буду включать и выключать его, вы послушаете, что он дает в данном контексте, и дальше мы с вами рассмотрим вообще, с чем его едят и почему он такой универсальный. На самом деле он может применяться на любых инструментах и давать очень разный характер. Итак, послушайте для начала просто сравнение трека с ним и без него. Буду тыкать вот эту кнопочку. На что я вам предлагаю обращать внимание? Внимательно послушайте, как утепляется низ. То есть вы должны услышать такую низкочастотную приятную подушку. Чуть-чуть усилю сейчас эффект от компрессора. Он стоит здесь в параллельном режиме. Еще раз внимательно послушайте на теплоту, на фундамент, на округлость, если хотите, вот этого низа. Одновременно с этим и такой приятный высокочастотный хруст появляется именно. То есть это дает такой дорогой, очень вкусный саунд. Так что это за прибор? Это модель, да, основанная на реальном приборе от компании Chandler Limited. Это официальная коллаборация Softtube и Chandler Limited. И прибор этот создан инженерами на основе именно слуховых тестов и твикинга на основе звука. То есть некоторые подходят к моделированию приборов очень математически, то есть к созданию приборов очень математические, то есть вот должен быть звук, вот с таким-то коленом он должен гаситься. То есть они это просчитывают, исходя из точности работы. Этот прибор создан, исходя из музыкальности звучания. То есть сами инженеры говорят, что мы пробовали разные варианты, искали вот именно те настройки, те компоненты, просто опытным путем их подбирали, чтобы звучало очень музыкально. Ну и, соответственно, сама краска германиевых диодов и германиевых транзисторов, она тоже очень яркая, колоритная. Здесь германиевые диоды используются в непосредственно управлении коленом компрессии, то есть самим характером изменения динамики. Здесь используются германиевые диоды и кремниевые диоды тоже в разных настройках по-разному. И в блоке усиления используются тоже германиевые транзисторы. Вот вы видите, здесь есть ручка Germanium Drive, то есть это тот самый драйв, усиление, которое грязное усиление, да, нелинейное. Назовем его так. Очень окрашивающий. Ну, давайте по элементам интерфейса пройдемся, чтобы не было каши в голове. Начнем с того, что непосредственно сам компрессор здесь работает на FET-элементах. То есть это FET-компрессор, в котором при этом кривой компрессией управляют германиевые диоды. FET-компрессоры, они компенсируются по своей грязности звучания. То есть они могут звучать чище при определенных настройках, либо они могут, так сказать, отдавать нам полный объем этой грязи. Здесь это переключается. Мы можем выбрать Clean Compression и можем выбрать Dirty Compression. Мы по умолчанию используем Dirty Compression, потому что это звучит вкуснее. Ну, попробуйте услышать разницу, не знаю. Услышите ли вы ее? In my mind, oh, the game that they're playing, with everything that I'm needing.
Я эту разницу слышу и могу охарактеризовать ее как шершавость средних частот, я бы так сказал. То есть средние частоты либо такие более гладкие, ровные, либо такие шершавые, чуть-чуть подгруженные чем-то и за счет этого более разборчивые. Так что очень полезная штучка. Input. Ну, понятно, что чем сильнее input, тем больше будет срабатывать компрессор. Это здесь вместо ручки threshold. Классика, как в любых компрессорах. Но смотрите, убавляем input, меньше компрессии происходит. Вот. Всего 1,5 дБ компрессии. Поднимаем, начинает жать сильнее. Дальше у нас идет сайдчейн фильтр. То есть это фильтр, который предотвращает срабатывание компрессора на низкие частоты. Мы не слышим эту эквализацию, но эту эквализацию слышит компрессор и меньше реагирует на низ. Если мы его отключим, сделаем output, то стрелка будет ложиться в пол от ударов бочки, суббасов. Вот видите, сейчас происходит больше 5 дБ компрессии. А если я поставлю фильтр, например, низкие частоты, я не хочу, чтобы он слышал, до 150 Гц. Видите, само срабатывание компрессора стало меньше, потому что львиную долю энергии давали как раз суббасы и бочка, на которую он сейчас меньше стал реагировать, за счет этого стал ровнее работать. То есть это настраивается исходя из того, нужен ли вам какой-то пампинг от басов, либо нет. То есть нужно найти это опытным музыкальным путем. Полезнее всего оставлять какую-то сайдчейн фильтрацию, хотя бы герц до 60, до 90 в базе лучше это делать. Если нет, он будет прям сильно пампиться от низов. Ratio. Ну тут все понятно, компрессионное соотношение. Чем ratio больше, тем в большей пропорции звук компрессируется, да, то есть вошло 10 дБ, выйти может условно 8 дБ при слабых степенях компрессии. Если ratio высокое, то вошло 10 дБ, вышел 1 дБ, да, при сильных значениях. Ну, обычно на стадии мастеринга в целом не жестят и используют 3-4 к 1, где-то так. Хотя при компрессии барабанов, басов там можно и побольше разгуляться. Дальше. Compression Curve. Кривая компрессии. Вот тут вот интересно. Она как раз переключает разные цепи германиевых диодов, либо же комбинации германиум вместе с кремниевыми, либо только кремниевые, либо сильная загрузка кремниевых или германиевых диодов. Главное, что тут стоит запомнить про эту ручку, что она идет по нарастанию степени агрессивности. На мастеринге чаще мы используем либо soft, либо medium. Более жесткие значения, они, знаете, они стилистически подойдут к некоторым жанрам. Например, у нас тут в чате была дискуссия, а подходит ли система мультибас для сведения тяжелых стилей музыки, металл и прочее производные. Там было высказано мнение, что германиум звучит слишком пушисто и дает слишком такую большую низкочастотную подушку для тяжелых стилей. И я с этим склонен не согласиться. Почему? Потому что это зависит от настройки вот этого как раз колена. То есть мы можем сделать разный саунд. Смотрите, вот сейчас действительно низкочастотная подушка присутствует вот эта округлость. Ну, давайте послушаем. Однако, если я вот эту компрессионную кривую уведу сейчас побольше вправо, то он будет работать ровнее, будет резче срубать эти пики, и низкочастотная подушечка вот эта тоже изменится. Все станет более таким прямолинейно ровным, как это бывает как раз в тяжелых стилях музыки. Вот послушайте, попробуйте эту разницу тонкую довольно почувствовать. With everything that I'm needing in my mind, oh, the game that they're playing, with everything that I'm needing. Послушайте, как уходит вот эта подушка низовая, большая такая округлость, переходит к большей ровной такой конкретике, то, что подходит для более тяжелых стилей, например.
Oh, the game that they're playing with everything that I'm needing. И сейчас как раз будет в тему сказать о еще одном регуляторе, который влияет на вот это вот ощущение низкочастотной подушки. Это вот эта ручка Feedback. Фактически это своего рода ручка тон. Она определяет характер звучания этого компрессора. В правых положениях он дает больше низа и больше верха одновременно, а в низких положениях, соответственно, наоборот. Если мы не хотим, чтобы он раздувал низ, уводим ручку влево. Слушаем внимательно, что происходит. Да, громкость тоже меняется, но ее мы можем скомпенсировать. И для компенсации у нас две ручки есть. Одна будет окрашивающая, то есть это такой гейн, который будет сатурировать, либо более чистый вариант. Ну и чуть атаку я могу сделать поменьше. Тут как по классике, если атака будет быстрее, соответственно, меньший пик будет проходить по своему объему, быстрее компрессироваться и будет меньше эта подушка, если вдруг она мешает тяжелым стилям музыки. Вот, то есть тут вполне гибкие настройки. Но я вернусь к тем настроечкам, которые у меня были. Для этого трека мне нравится такой вайб более винтажно-пушистый, по басам довольно-таки округлый, поэтому мне нравится вот так. Окей, ручка Dry. Для чего она нужна? Ну, это все просто, это параллельная компрессия. Если мы хотим полностью Wet, будет полностью скомпрессированный сигнал, полностью Dry, соответственно, мы не будем использовать компрессию в таком случае, но будем использовать окрашивание, что тоже бывает ценно. Итак, послушаем разные варианты. Я буду добавлять больше или меньше микса самой компрессии. Вот так это стопроцентная компрессия, ну и звучит действительно немного зажато, как будто бы не хватает дыхания музыки. Вот кто внимательно слушает, могли заметить, что даже тембр вокала меняется. То есть, если я отпускаю его в драй, то как будто бы получше звучит характер, тембровая окраска побогаче у вокала. А если увожу полностью влево, как будто бы в этой части чуть-чуть съедается богатство. Если увести полностью вправо, то мы используем как бы тракт этого компрессора, но не используем компрессию. Это тоже дает окраску. Буду включать и выключать. Сейчас мы будем слышать фактически этот компрессор больше как сатуратор. Даже можно ему больше приподнять драйв, чтобы вы слышали лучше этот эффект. In my mind I keep thinking it over, but all I hear is the sound of this doubt that keeps dragging me lower. I try to slow it down, but I can't, no I can't in this moment. A path could not be found. Вот на этой драйвовой части, на мой взгляд, очень хорошо слышно, как вот эта просто сатурация уже добавляет кайфа такому треку. Ну а с компрессией, адекватно подмешанной, и подавно.
Значит, о чем мы еще не поговорили? Ну, атака-релиз. Тут не буду говорить, это все стандартно. Чем быстрее атака, тем быстрее он реагирует. Релиз, соответственно, чем быстрее, тем больше мы слышим хвостов, можем получать какой-то пампинг от этого, можем найти адекватный релиз, который в музыке не меняет динамику естественную подъема и затухания вот музыкального полотна. Ну и если слишком слоу поставим, будет работать плавно, для каких-то таких более спокойных стилей музыки вполне это тоже будет адекватно. В общем, никакого рецепта нет, на слух настраивайте. Кто понимает логику работы компрессора, тому понятно, зачем эти ручки. И дальше, Germanium Drive. Это фактически такой подгруз. То есть именно, особенно вот в режиме dirty, если мы находимся, да, и используем этот драйв, мы прям хорошо так сатурируем трек. Покажу вам разные варианты. Вот давайте сейчас я уберу Germanium Drive, будет меньше искажений. Согласитесь, звучит, как будто что-то потерялось. Несмотря на то, что громкость я скомпенсировал. А теперь наоборот, добавлю драйв. Громкость тоже откачу, потому что это все взаимосвязано. Вот сейчас такой пошел подгруз, но приятный. То есть это вы сами уже, как говорится, управляйте, как вам нужно, в той пропорции, в которой вы хотите. Дальше ручка фидбэк я уже сказал, то есть это своего рода тон. Правее будет больше низа, больше верха, левее наоборот. Дальше у нас есть external sidechain, то есть действительно, если вы работаете с этим компрессором не на мастере, а на треке, а он реально очень хорош для всего на самом деле, и я вам это продемонстрирую, то там вы можете традиционно сайдчейнить один элемент от другого, от бочки что-нибудь сайдчейнить и так далее. В общем, тут все просто, включаете сайдчейн компрессор, выбираете в сайдчейне здесь инструмент, от которого вы хотите сайдчейнить, вот, допустим, kick-in. И здесь вы можете управлять гейном этого сайдчейн сигнала. То есть, если он слабо реагирует, как будто бы слабый для него сайдчейн сигнал, можете его здесь усилить, он будет сильнее на него реагировать. Дальше у нас идут кнопочки bypass. Вот эти вот. Если они включены, то оба канала работают. И работать эти каналы могут в разных режимах. Либо как mid-side. Вот если мы нажмем кнопку mid-side, то это mid, а это side. Либо если мы в режиме стерео, то это левый канал, а это правый канал. Ну и отдельно от этих каналов мы можем использовать вот этот bypass. Если каналы залинкованы, то эти кнопки тоже залинкованы, если нет, то они работают по отдельности. И теперь, внимание, важная информация. Вот этот линк каналов, он влияет не только на то, чтобы ручки крутились одновременно, он влияет на работу компрессора, то есть он меняет звук. Опять-таки, кто у меня уже проходил обучение, те знают, насколько важно иногда разлинковывать компрессора, использовать их в режиме Dual Mono и так далее. Почему? Потому что при совместном срабатывании двух компрессоров левого и правого мы можем терять стереоинформацию. Если мы хотим, чтобы была какая-то адекватная небольшая компрессия на мастере, и чтобы биение, вот эта независимость, стереоинформация, если хотите, в правом и левом канале, чтобы они не сглаживались бы компрессором, то лучше его разлинковать. Вы получите более широкую стереокартинку. Если он залинкован, то да, может быть будет центральный фундамент лучше, но вы потеряете в стерео. Я бы при небольших степенях компрессии предпочел бы иметь больше стерео и больше объема. Давайте послушаем внимательно. Я буду залинковывать и разлинковывать этот компрессор, и вы будете слышать, как меняется звук. Давайте сделаю чуть-чуть настроечки поагрессивнее, чтобы вы лучше слышали, что происходит, и объясню, что слушать. Слушайте, как чуть-чуть расширяется звучание, когда у нас разлинкованное, то есть когда не горит вот эта кнопка Link. Даже оставлю чуть-чуть больше пампинга специально.
Вот сейчас очень отчетливо слышно, что когда нажимаешь Link Channels, кайф какой-то пропадает. Это как раз разница между левым и правым каналом. Особенно если слушаете в наушниках, вы услышите вот это прям вот раздвигается картинка. Вот еще раз внимательно слушаем. Oh, the game that they're playing with everything that I'm needing. Oh, the game that they're playing with everything that I'm needing. Я прям слышу эти комментарии. На моем телефоне ничего не слышно. Да, конечно, на телефоне это не будет слышно, это понятно. Вот, в принципе, все. Тут ручка Output, все с ней понятно. То есть плагин действительно шикарный, звучит очень круто. Я вам, кстати, хочу показать еще, как он звучит на вокале. И такой интересный пример хочу привести. Вот, допустим, у меня вокал. Oh, the game that they're playing with everything that I'm needing. В данном случае мы слышим работу плагина CLA Vocals. То есть тут два эквалайзера, да, вот плюс компрессор в режиме Spank. Но смотрите, я его сейчас заменю на Chandler, и он тоже очень круто работает. Я вам сейчас покажу вот в какой последовательности. Мы будем слушать сейчас обработку через CLA Vocals. Потом я CLA Vocals отключу. То есть фактически мы отключаем эквалайзеры и компрессор. Отключу. Потом включу Chandler Germanium. И вы услышите, что ощущение происходит такое, что как будто не только компрессия появляется, но также и эквализация, и сатурация, то есть комплексное тоже нечто. Вот слушайте. Game that they're playing with everything that I'm needing. In my mind I keep thinking it over. Game that they're playing with everything that I'm needing. А почему? А потому что я использовал здесь фидбэк на максимум. Как я уже сказал, это своего рода тон. То есть мы поднимаем таким образом низ и вверх. Я его сильно довольно подгрузил. Выбрал довольно адекватную, легкую такую компрессионную кривую. Но я могу выбрать и более тяжелую компрессионную кривую, более резкую. Но при этом микс, например, чуть-чуть убрать в драй. То есть использовать его в параллельном варианте. Очень колоритный прибор на самом деле. With everything that I'm needing. In my mind I keep thinking it over. Game that they're playing with everything that I'm needing. In my mind I keep thinking it over. Game that they're playing with everything that I'm needing. Смотрите, сколько он дает сока вот этого. And no, I can in this moment. A path cannot be found, even though I feel like it's over. I keep a hold somehow. I won't let it break me down. Песня, кстати, тоже клевая. Это Ричард Тайлер Эперсон. Ссылочку на него оставлю в описании, можете посмотреть. Сейчас, кстати говоря, пора скидок, и Chandler можно купить выгоднее, чем обычно. Также хочу сделать анонс своего плагина, который наконец-то скоро уже выходит. Вот я надеюсь, что на следующей неделе уже. Я тоже над ним работал, исходя из звука, то есть не исходя из просто каких-то технических параметров. Здесь 3 типа гармоник у меня задействованы. То есть это гармоники консольные, то есть характерные для консоли аналоговой. Дальше это гармоники ламповые. И на высоких частотах отдельно у меня тоже использованы германиевые гармоники. И также здесь тоже есть эквализация определенная, которая в том числе может смещаться как тилт-эквалайзер. На мастере этот прибор в данный момент раскачивает как раз несколько параметров. То есть он его еще больше насыщает гармонически, открывает по верхушке, добавляет низкочастотного тепла. Я вам сейчас покажу, как этот плагин работает. Вот, кстати говоря, для начала давайте я его отключу, и вы поймете, что он давал.
То есть, вот с нуля сейчас его настрою, смотрите, все устроено очень просто. То есть добавляем ручку чакра, у нас начинается гармонический вот этот процессинг по нескольким направлениям. То есть отдельно сатурируется стерео составляющая, отдельно сатурируется мид, отдельно происходит сайд, сатурация и там небольшое расширение за счет тоже такого гармонического буста в нижней середине. И верхушка тоже открывается. То есть это все происходит комплексно, это все тоже сделано на основе изучения того, как работает вообще аналоговая сатурация. Так как я за свою жизнь, как вы понимаете, перепробовал множество сатураторов, я уже для себя определил, какие типы сатурации и в какой пропорции я люблю использовать на мастере. Здесь я это просто объединил в один флакон, потому что так удобнее, не нужно 1000 плагинов использовать и настраивать какие-то сложные вещи. И также я добавил вот этот тилт, потому что когда ты насыщаешь трек гармониками, ты можешь в итоге прийти к тому, что хочется, наоборот, теплее чуть-чуть сместиться, да, больше вниз. Или, наоборот, хочется его еще дооткрыть. На мой взгляд, очень логично, когда это все здесь в одном флаконе. Так вот, слушаем просто трек, и я добавлю сначала гармонического насыщения, потом изменю тилт, вот этот, на свой вкус, а потом буду включать-выключать. In my mind I keep thinking it over, but all I hear is the sound of this doubt that keeps dragging me lower. I try to slow it down, but I can't, no I can't in this moment. A path cannot be found, even though I feel like it's over. I keep a hold somehow, I won't let it break me down. На отдельных инструментах тоже он может использоваться как базовый такой сатуратор и небольшая такая какая-то акцентировка теплоты, например, звука. То есть вполне. И, кстати говоря, если хотите, покажу вам сейчас его на другом каком-нибудь треке. Ну вот, давайте на этом треке покажу. То есть это очень плавная такая аналоговая окраска, то есть вы здесь не услышите какого-то дисторшена там явного, здесь такого нет. Или вот на другом треке. То есть это такая универсальная аналоговая насыщалка треков и также округлялка, утеплялка. И самое главное, она очень музыкально звучит. Я в этом плагине потратил много довольно времени на то, чтобы выстроить вот эти цепочки сатурации, чтобы не было какого-то лишнего подгруза, то есть чтобы не портить там условно мастер, да, а для того, чтобы это реально было универсальным средством добавить вот этой аналоговой теплоты в звук и также управлять вот его окраской, потому что на мастеринге я очень часто, вы могли видеть в моих шаблонах по сведению, например, вы часто могли видеть там тилт эквалайзер, потому что на финальных стадиях ты как бы работаешь с вот этим общим уже балансом, и ты в конце только понимаешь, надо ли чуть-чуть поярче все-таки, или там чуть потеплее, наоборот, потемнее. То есть здесь я и это могу одновременно настраивать, и если я чувствую, что мне не хватает читаемости, открытости, то я просто докручиваю вот эту ручку чакра, которая, как я уже сказал, является
комплексным сатуратором, который работает и в стерео, и в мид, и в сайд отдельно, и отдельно еще внизу и вверху. То есть там довольно сложная такая цепочка. И там же еще и работает аналоговая эквализация такая, очень широкими такими мазками, то есть чуть приподнимается вверх и приподнимается низ по мере поворота этой чакры. Так что, на мой взгляд, я для себя добился именно то, что я постоянно использую, и поэтому я сам лично очень доволен результатом, очень доволен тем, что получилось. Плагин выйдет где-то через неделю. Кто хочет получить специальный промо-купончик, когда он выйдет, можете по ссылочке отправить свою заявку через Google Forms. Я всем вам пришлю сразу после выхода этого плагина специальный отдельный дискаунт. Да, что еще забыл сказать по поводу обучения сведению. То есть вы знаете, что у меня идет потоковая система обучения. Группа длится 2 месяца, и вот сейчас у меня уже непосредственно идет 3-я неделя работы с группой, то есть где-то через 1,5 месяца мы закончим, да, и будет новый поток обучения. Так вот, у меня есть сейчас нововведение. То есть те, кто покупает самостоятельное обучение, самостоятельный доступ, вы можете потом на следующий поток обучения записаться с вычетом стоимости самостоятельного обучения. Почему это сделано и почему это всем хорошо, и вам, и мне? Потому что вы за это время, вы можете купить вот это самостоятельное обучение, вы можете отстроить все шаблоны, потому что я там рассказываю всю технологию сведения, да, я даю все схемы маршрутизации, какие нужны плагины, как их настроить, и на это уходит определенное количество времени, да, в потоке обучения. Но вы можете это все сделать заранее, вы можете купить самостоятельный доступ. Мало того, что вы поймете вообще, с чем едят эту схему сведения, да, вы еще и все отстроите уже заранее. Найдете плагины, замены, какие вам нужны, все замаршрутизируете, сохраните это как пресет. И когда вы придете на обучение потом, а почему нужно приходить на него? Потому что это другое. То есть информация это одно, а опыт это другое. То есть информация, она добавляет вам знаний, но не добавляет опыта. Если вы что-то пропускаете в своих миксах всегда как аспект, да, то есть если вы чувствуете, что ваши миксы немножко не дотягивают, то это не из-за того, что у вас не достает знаний. Зачастую бывает, что знаний достаточно. Вы знаете, как работает эквалайзер, как работает компрессор. Зачастую вам не хватает фокуса внимания, чтобы вам показали, что вот сюда, пожалуйста, посмотри, и вот здесь подправь вот это точечно. И это может сделать только опытный взгляд со стороны и сравнение своей работы с другими. Поэтому групповая динамика и групповое обучение с обратной связью, его эффективность x10, это многократно проверено, что самостоятельно люди учатся очень расслаблены. Посмотрели, все, пошли другими делами заниматься. Вот, а там вы в таком бодром режиме будете работать 2 месяца. Так что можете эту схему использовать, можете купить себе самостоятельное обучение, а потом на следующий поток добавится, только лучше сразу занимайте места туда, потому что он уже почти весь расписан. То есть при добавлении на следующий поток будет вычтена сумма самостоятельного обучения. Все ссылки в описании, по плагинам, по обучению. Все, всем пока, хороших миксов, плотного звука. Пусть все звучит у вас с германиевыми гармониками. Пока-пока.